Всех приветствую. Давно я уже лодочными делами не занимался. Вот решил начать уже готовиться к лету. Обзавелся вот таким двигателем. Выбирал по соотношению цена, фирма, чтобы была хоть не нонейм совсем. И вес 16 килограмм. Вот выбирал, остановился вот на этом двигателе. В комплекте, вот сейчас распаковал, в комплекте что-то кроме свечного ключа и какой-то штуки, железячки, ничего и нету. Непривычно, конечно. В Ханка и в газонокосилках там гаечных ключей целую кучу давали. В набор воронки, еще что-нибудь дадут. Тут пусто. Но это ладно. Осмотрел сейчас весь мотор. Ну, вроде так, на вид качественный. Придраться особо не к чему. Все, разобрался, куда вот эта железяка идет. Это наглушитель. По ходу газа направить там в другую сторону. Выхлопные. И что-то не понял, почему газ не двигается. Посмотреть, тут вот гайка какая-то есть. Сейчас попробую открутить. О, газ пошел, что-то затянуто очень сильно. О. Для меня еще загадка, сколько же в нем лошадиных сил все-таки. Вот тут кроме вот цифры 8, вот здесь 8.0, без букв, без ЛС, без всего, ничего в принципе не написано больше на двигателе. На каких-то более ранних видел этих же моторах, там было на этой табличке написано. Или один вариант было написано, по-моему, номинально, что-то 6 лошадиных сил, если я не ошибаюсь, ну там в киловаттах. И второй вариант, там была и номинальная, и максимальная написано. По-моему, 6 и 6,5, там 4 там чем-то, 4,8 киловатта, что-то в таком духе, уже не помню. На этом вообще ничего не написано. Надо пойти в инструкции посмотреть. Так, смотрим в инструкции. Инструкция, так сказать, так себе, как будто Google переводчиком переводили тут. Не очень. Картинки все меленькие, непонятные некоторые. Еще и все по-английски подписано. И перевод дан потом. То есть запариваться сильно не стали на русском языке делать. Так, в самый конец листаем где-то здесь. Вот. Так, сухой вес, тип двигателя, объем, диаметр, тут расход топлива, система зажигания, тип свечи, система смазки, направление вращения. И тут обороты, зазоры. Про лошадиные силы ни слова нету вообще. То есть это секрет, как я понял, на этом двигателе. Надо попробовать на официальный сайт залезть сейчас. Так, посмотрим, что с маслом. Ну, щуп в масле. На конце не видно, наверное. Ну, есть там что-то масло какое-то. И в баке нюхал, как будто это был бензин в нем. Может, заводили на заводе, конечно, проверяли. Сейчас надо попробовать слить что-то там такое. Так, и для заводки нам вот это надо все, наверное, открутить. Шпонку тут. Гайку, не знаю. Попробовать снять. Угу. Проворачивается двигатель. Секунду. О, открутилось. И шпоночку достаем, чтобы ничего не улетело, ничего не потерялось нигде. Вот закручено-то. Открутил.
Ну, и масло потекло. Я не знаю, что это за масло, может на нем и запускать можно. Мне тут заправили с завода, или транспортировочное просто. По минимуму. Ну пусть лучше течет, нормального залью. Тут все-таки неизвестно что. Да нет, точно масло транспортировочное. Не знаю, почему на щупе было, наверное, во время транспортировки. Коробка неровно лежала под замок. Вытекло его совсем чуть, там грамм 50, наверное. Все, можно закручивать и пробовать заливать уже нормальное масло сюда. Так, посмотрел я рекомендованное масло. Тут какие-то странности. 10В30, ну, как всесезонное тут получается. А почему 5х30? Только там до нуля или даже чуть ниже. Вот это непонятно. Они же все тридцатки. То есть, следовательно, ну, стандарт там. Вилка, конечно, дается, диапазон какой-то, но примерно они одинаковые. 5х30 именно по жаре как бы они все должны быть одинаковыми. Посмотрел Subaru еще инструкцию, китайцев еще каких-то посмотрел. Они там все одну и ту же картинку эту перепечатывают как будто. Да, но дошел вот до другой инструкции. Вот такая, родственные двигатели. Тут интереснее. Тоже есть эти 5х30 непонятные, которые только тут уже до плюс 5. Но отдельно синтетическое 5х30. И оно уже весь диапазон даже интереснее смотрится, чем 10В на 30. И это как бы вроде как правильно. Почему в той инструкции так, непонятно. Ну, решил я еще где-нибудь посмотреть. А то мало ли это тут так написали. Нашел на сайте вот двигателя Briggs и Station, если правильно произнес, конечно. Такие какие-то американские. Вот. И тут, в принципе, то же самое написано. 5.30 синтетика весь диапазон перекрывает. А вот эти 5В30 не синтетика, получается. Полусинтетика так не сильно отличается от синтетики. То есть по теплу одинаково, а внизу по холоду чуть отличия должны были быть. То есть это что, минералка, что ли, получается? 5В30. Я такой, конечно, не видел никогда. Ну, тут даже вот написано что-то, что они вот тут рекомендации модифицировали. И у них 5.30 и 10.30, вот, весь температурный этот диапазон. Короче, 5.30 можно лить и не париться. И в жару нормально, но на жары нету большой. Если жара большая, я там в хонтовской инструкции видел, там уже на 40 рекомендуют. Если очень жарко, туда 50 брать масла. Но у нас тут 30 там с копейками, и то редко бывает, поэтому 5х30 полностью пойдет. Я так думаю. Так, еще из этой инструкции, что тут начитал? Тут вот это напрягло. 20 часов обкатки. Это, конечно, нереально. Я не знаю, сколько лодка с этим мотором пойдет, но даже если предположить там 15 километров в час, то это сколько получается? 300 километров мне надо пройти, чтобы обкатать. Нереально, конечно. И вот тут тоже странно. В это время следует нагружать двигатель свыше 70% от его номинальной производительности. Это, наверное, опечатка. Имели в виду, наверное, не выше 70% от его номинальной производительности. Ну и заодно в этой же инструкции, которая, кстати, поприличнее, чем оригинальная от КП-230 намного, несмотря на опечатки. И картинки лучше, и на русском все. Тут еще вот это, после 5 часов работы заменить масло. Вот это мы, наверное, сейчас и сделаем. Так и будем его обкатывать. Без нагрузки 5 часов поменяем масло. И все, чтобы потом в бой было идти. И вот это неужели правда? Запрещается длительная работа двигателя свыше 10 минут на оборотах холостого хода.
так как это может привести к перегреву и заклиниванию двигателя, особенно в жаркую погоду. Тут, конечно, не очень корректно сравнивать, но если сравнить с газонокосилкой, вот с двигателем, то он, наоборот, остывал на холостых оборотах, а не грелся. А этот, получается, греется. То есть долго ему молотить на холостых не надо. То есть если остановился где-то подумать или еще что-то, лучше заглушить. Так, все, надо идти масло заливать. Заливать буду вот такое масло. Там, не реклама, первый раз в жизни вообще этого производителя купил. Просто очень дешево досталось. Дешевле, чем на полках в магазине стоит оно. И полностью подходит, как мы выяснили, 5.30, там, API там. Ну, короче, с запасом. Двигатель-то такой архаичная конструкция. Я думаю, даже с перебором на любую температуру маслица. Вот сейчас его и зальем. Так, заливаем масло. Это на банку не смотреть, как бы это тот же Синтек, просто перелил с большой, не так удобно. И тут уже 600 грамм как бы. Должна быть его полная заправка. Все, полное, даже чуть-чуть вылилось. Но я там чуть больше, чем 0,6 залил. Перед запуском хочу посмотреть клапана, ну, зазор проверить. Вдруг китайцы там как-то перетянули. Зазоры маленькие. Точно-то потом уже после обкатки выставлять буду. И когда окружающая температура будет более правильно, и подобкатается, потому что зазоры быстро убегут на новом двигателе. Сейчас так, только проверить. Ну, 0,15 он. Зазоры более-менее. Здесь где-то 10 на впуске и 15 где-то на выпуске. Приблизительно вот так. То есть ничего сейчас трогать не буду. Так, хочу сразу и тахометр поставить. Чтоб сразу моточасы начал считать. Ну и обороты интересно посмотреть. Сейчас приделаю. Все, тахометр я поставил, бензин залил, можно попробовать запустить двигатель. Так, включаем. Так, заслонка закрыта, топливо сюда открывается. Газ, ну, где-то так, наверное, где у него тут полный ход, минимум, вот где-то посерединке. И пробуем. Все, двигатель отработал 5 часов. Сливаю масло. Вот за 5 часов работы так масло сильно потемнело. И смотрите, сколько стружки. Я даже не ожидал, что она будет в таком количестве.
Даже такая слегонца что-то серебряночка получилась. Интересно, конечно. Все, буду считать, что двигатель обкатан как бы. Ну, все равно, наверное, лучше, чем сразу с коробки на лодку. Так он хоть без нагрузки тут чуть поработал. Масло свежее не буду пока заливать, может его крутить придется, да и смысла нету. Потом уже перед выходом на воду залью масло и клапана посмотрю еще раз. И на сегодня, наверное, все. Всем до скорого.